Добрый день, друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Я сегодня пеку вот такую вкуснейшую сдобную булочку с корицей и сливочным маслом. Посмотрите, какая она хрустящая, какая она ароматная, вкусная, жирненькая. И, конечно же, корица придает такой аромат. Я приглашаю вас поучаствовать в приготовлении этой замечательной сдобной булочки. Точное количество продуктов, которые я использую, как всегда, вы найдете в описании под видео. Я заранее в чаше миксера развела дрожжи и теплое молоко. Они постояли 20 минут, и сейчас я устанавливаю в миксер эту опару, добавляю туда кардамон, 1 чайную ложку, и постепенно буду добавлять 1 яйцо внизу и остальные ингредиенты. Так. Сейчас масло растопленное сливочное внесу и 700 мл белой муки. Тесто в тестомесе вымесится очень быстро, и я его оставляю где-то на 40 минут в духовке с включенным светом для того, чтобы оно подошло. Вот после того, как оно подошло, я его обминаю. Оно не липнет к рукам, но к столу может прилипнуть. Из-за того, что муки я люблю добавлять мало, чтобы тесто не было забито мукой. Раскатываю в тонкий пласт где-то пол-сантиметра толщиной. И обильно-обильно смазываю сливочным маслом. Желательно масло брать хорошего качества. Сверху присыпаю сахаром и корицей. Эту смесь вы можете готовую купить, я делаю сама. Это сахар и корица, смешанные по вашему вкусу в пропорции, ну, например, 4 к половинке, то есть 4 ложечки чайные и пол чайной ложечки корицы. И заворачиваю вот такой рулетик. Аккуратно перенесу этот рулет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Расправлю шов внутрь, направлю под рулет и по всей длине противня расправлю наш рулет-булочку. С помощью ножниц сделаю незатейливое украшение. Вы можете, исходя из своей фантазии и опыта, абсолютно на свое усмотрение сделать надрезы, либо вообще их не делать, по одному, по два, как вам будет удобно. Сегодня я украсила рулет на свое настроение вот так. Иногда я делаю и ножиком надрезы, иногда такие по одному надрезу, такую плетеночку делаю. То есть это универсальный способ. Смазываю яйцом сверху обязательно и присыпаю вот таким сахаром. В России я не знаю, как этот сахар называется. Вероятнее всего он там есть. Какой-то сахар для присыпки и декорирования. Все накрою полотенцем и дам расстояться тесту где-то еще при комнатной температуре 15-20 минут. После чего отправлю выпекаться в духовку на режиме конвекция при 200 градусах где-то 20 минут. Нужно следить по готовности, деревянной палочкой можно проверить. Все, вот такой рулет получился, булочка, рулет, сдобная. Можно варьировать по своей фантазии и начинку использовать абсолютно разную. Это может быть и нутелла,
И сливочное масло, например, с дробленными орехами. И просто сахар с какими-то ягодами. Очень-очень удобный рецепт этого теста. Вот такой срез. На видео вот здесь эта булочка еще горячая, но так как дети у меня рядом просили, давай, отрезай, я стала его разрезать. Если он постоит час-два, остынет и устоится, он будет нарезаться более удобно. Но горячая, теплая выпечка всегда самая-самая вкусная. Я вам желаю приятного аппетита. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, и вы узнаете еще много-много интересных, полезных рецептов. Вам хорошего настроения, до новых встреч и пока-пока.